работаете в направлении движения на пробой или на коррекциях, то, скорее всего, дела идут не лучшим образом, потому что последние недели рынок неустойчив. И вот в этой неустойчивости есть другие возможности в поворотных точках. Именно их мы использовали и заработали хорошую прибыль — $3011 только за вот эти 2 дня, за понедельник и вторник. Даже с учетом моих ошибок, которые я допустил на одной валютной паре. В общем, вас ждет интересный обзор, и мы начнем с нефтяного рынка, потом у нас NASDAQ, потом у нас валютные пары. И если вы хотите увидеть некоторые сделки в реальном времени, ссылку на видео я оставляю внизу, и также переходите в телеграм-канал, там тоже очень много полезной информации по правилам работы и по структуре мышления. Начнем с нефтяного рынка. Вчера, 30 июня, приходит сигнал на продажу. Вот здесь робот сообщает: Аркадий, продаем нефть. И вот это очень важно. Твой глаз, твой мозг не замыливается, не засоряется информацией, потому что пока ты анализируешь рынок или смотришь разные таймфреймы, переключаешься там в панели инструментов или в окне символов на разные графики, внимание каждый раз становится все слабее и слабее, потому что ты видишь новую картинку, опять новая картинка, опять новый график, и нужно снова его обрабатывать. Вот обработкой сложной информации занимается алгоритм и находит мне уже готовую картинку, готовую ситуацию, в которой мне нужно действовать. И вот это дает мне главное преимущество — фокус, на что направить внимание, потому что на рынках сейчас полная неопределенность, и как из всего вот этого неизвестного найти то, что действительно сработает, и то, где у тебя высокие шансы. Что еще нам здесь необходимо, чтобы зайти на разворот? Паттерн. Мы видим здесь большую вершину. Вот она, двойная вершина. Огромная двойная вершина, симметричная. И первый шанс продать прямо вот здесь, на макушке. Более консервативный вход — дождаться пробоя вот этих белых точек. Видите здесь? Когда произошел пробой белых точек, на коррекции к противоположным красным, то есть вот этой зоне, мы продаем. Стоп-лоссы за этой зоной. Потому что когда мы торгуем, например, вершину, в этом нет проблемы. Но сложность в том, где я поставлю стоп. Да? Потому что я, например, продал на максимум, но цена может здесь погулять, да, меня вынести. А когда мы видим пробой белых точек, то у нас уже появляются вот эти красные. Это отличная зона сопротивления, если ты заметишь здесь, здесь, здесь и так далее. То есть это место, где цена реагирует. Поэтому более комфортно поставить стоп будет за этой зоной. Соответственно, пробой белых, коррекция красной зоне и продажа. Вот здесь точка входа на sell. И вот здесь самое интересное и самое, пожалуй, главное, которое дает нам преимущество, то, что мы торгуем двумя позициями. То есть это не только финансовый момент, то, что ты торгуешь двумя позициями, можешь заработать больше, но и психологически. Смотри, объясняю. Если ты здесь продал, твой тейк сработал, например, здесь первый, да, потому что первый тейк небольшой. Стоп-лосс второй позиции у тебя спокойно двигается за красными точками. И в отдельных случаях, как это было на этой и прошлой неделе, соотношение может быть и 8, и 10 к 1 прибыли к риску. Но если ты, например, зафиксировал здесь прибыль, и цена идет дальше в твою сторону, скорее всего, ты будешь кусать локти, и это эмоционально тебя так захватит. И вероятнее всего, ты где-то примешь решение продать, потому что ты больше не хочешь терять прибыль. Ты же был прав, все идеально было на сыл, но ты мало с этого рынка взял. То есть начнется внутренний диалог такой. И в результате ты откроешь сделку, и, скорее всего, эта сделка ни к чему не приведет, и в итоге опять вся торговля начнется вот в такую кракозябру превратиться. Да? Все опять перемешается, вроде был настроен на торговлю, вроде все пошло, бац, опять хрень. Да? Вот чтобы этого не было, чтобы самостоятельно не вносить хаос в свой трейдинг, мы один раз входим на разворот двумя позициями. И если цена идет в нашу сторону, супер, мы заработаем еще. Нет, ну выйдем и все. Поэтому две позиции, тейк сработал один, и трейлинг стоп, вот здесь выход по остатку, хотя мы видим, рынок потом еще упал, да, и можно было там
по самой не хочу забрать, но ты никогда не знаешь, как далеко может пройти тренд, поэтому самый объективный способ двигать стоп за красными точками. Причем, что любопытно, все наши сделки были без тренда, и это принесло хорошую прибыль. Давай посмотрим на следующий рынок, это индекс NASDAQ. Там похожая ситуация, только сейчас наоборот будет на покупку. Вот здесь. Вот здесь NASDAQ, точка входа на buy. Вот здесь. Я купил? Нет. Почему? Потому что, про что я говорил, паттерн. Здесь мы видим, паттерна нет. Паттерна нет. Хорошо. Если паттерна нет, то я жду пробой. Вспоминаем нефть сейчас. Пробой красной зоны, коррекцию к белой и покупка. Вход в рынок. Первый тейк сработал, где красная зона, и дальше поехали с трендом, поехали с трендом, поехали с трендом, поехали. То есть здесь соотношение намного больше. И вот он способ, как ты можешь спокойно оставаться в рынке и не дергаться, потому что я знаю по своему опыту раньше, постоянно я этот стоп дергал, тейк дергал, то перемещаешь сюда, тейк то сюда, то туда, то сюда. Здесь ты один раз зашел и все. И вот трейдеры, кто обучается по этой системе, все без исключения замечают одну вещь: становится спокойнее. Ты перестаешь гоняться за ценой. Ты перестаешь что-то анализировать и прогнозировать до того момента, пока ситуация сама не пришла к тебе. Давай пойдем дальше, к следующим ситуациям. Это ситуация на валютной паре фунт-доллар. Я здесь допустил ошибку, но, правда, ее быстро исправил. Сейчас покажу фунт-доллар. Вчерашняя ситуация вот здесь. Если мы посмотрим на этот график, мы уже увидим некоторые закономерности. Да? Возвращаясь к осциллятору, он на минимуме. Да, отлично. Паттерн мы здесь видим. Да, отлично. Здесь даже четкая структура, уровень сформировался. Да? Зона поддержки на отметке около 1.32100. Все хорошо. Первый шанс купить вот здесь, прямо в самом низу, на открытии сессии. Вот здесь выделено цветом, да, открытие сессии. Я принимаю решение сыграть здесь более консервативно. Хорошо, если рынок сильный, давай дождемся пробоя этой зоны, да, пробоя максимума паттерна, и на коррекции к белым точкам купим. И вот здесь происходит коррекция к белым точкам, я покупаю двумя позициями, мои стопы под этой зоной. Все, цена идет в мою сторону, и я немного поторопился, вышел из позиции. Две сделки закрываю, и затем на пробой красных снова захожу. Человеческий фактор, когда ты немножко начинаешь чудить. Такое бывает, и это абсолютно нормально. Вот. Я затем захожу снова двумя позициями, снова первый тейк и трейлинг стоп, выход из позиции. Вот здесь. То есть вы везде можете заметить, это далеко не все сделки, я говорю, в реальном времени можете под этим видео посмотреть, и вы можете заметить одинаковые закономерности. Давайте их запишем, чтобы те, кто обучается по этой системе, еще раз пробежались по критериям, а те, кто нет, поняли, как должен выглядеть последовательный торговый процесс, объективный, опирающийся на то, что я вижу, а не думаю и чувствую. Итак, первое, самое главное, что вам нужно, неважно какая торговля, трендовая или разворотная, нужен сетап. Что такое сетап? Сетап и сигнал – это разные вещи. Сетап – это базовый набор вещей, который должен быть выполнен, чтобы вы посмотрели, еще раз, посмотрели, не открыли сделку, посмотрели на этот рынок. Например, что должно быть в базе, чтобы мы торговали разворот в боковике? Потому что есть еще разворот против тренда. Разворот боковика. Что должно быть в базе? В базе осциллятор должен быть ниже сигнального уровня вот этого зеленого. И цена должна быть в боковике. Это базовый сетап, установка для торговли на разворот. Угу. Это находит робот. То есть мне не надо за этим бегать, следить, выявлять на каждом рынке, смотреть. Затем второе – это подтверждение, то есть сигнал на вход в рынок. То есть второе – это сигнал. Второе – это сигнал. Сигнал – это место, где мы присоединимся к тренду. Например, где белые точки – место присоединения к тренду. Да? Или, например, где завершился паттерн вот здесь. То есть самая низкая цена и более консервативная здесь. Все. Дальше, третий пункт – это управление позицией. Всем этим, да, управление. Самое простое
управление позицией – это когда мы берем две сделки. Первый тейк срабатывает, стоп-лосс второй позиции без убыток и двигается за белыми точками, если это покупка. Вот и все. Не усложняйте свой трейдинг, торгуйте последовательно, и пусть у вас все получается. Все, пока, до связи.